Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Приветствую вас на платформе Яндекс.Дзен, Рутюб, Телеграм, множество площадок. И на Ютубе тоже выходят ролики, но с опозданием. Сегодня предлагаю связать, поучиться шестиугольник для интересной работы, для кардигана. Вот это вот моя красота, это шестиугольник. Складывается и получается половинка рукава, половинка тела. А на самом деле это вот такая красота. Смотрим. У меня вот такой замечательный мотив, который будет складываться. Это у меня шестиугольник. Мы его складываем и получаем одну вторую часть кардигана. Рукав и тело, да? Вот. Как вяжется эта красота. Смотрите, узорчик-то очень симпатичный. Очень симпатичный. Это у нас шестиугольный мотив. И мы сегодня будем его вязать. У меня слонимская пряжа в 4 сложения. Ниточку я беру одну из центра, одну сбоку. И у меня получается 4 сложения. Очень красивая нежная пряжа. Это хлопок. Красивого, вкусного такого желтого цвета. Крючок 2,75. Мы набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замыкаем в кольцо. И наша задача первого ряда провязать 3 воздушные петли подъема. Это один столбик, второй столбик и третий столбик. 3 столбика и 3 воздушные петельки. Наша задача провязать 6 вот таких вот узоров. 3 столбика и 3 воздушные петли. Первый рядочек у нас должен получиться вот такого плана. Соединили. Теперь смотрите, ой, воздушные петли-то я забыла провязать. Соединили. Теперь переходим в центральный столбик, вот он у нас, и вяжем галочку. Что такое галочка? 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И в это же место вкалывания столбик с одним накидом. Что значит галочка? 2 воздушные петли. Между столбиками вяжем 1 столбик, 2, 2 воздушные петли и еще 2 столбика. 2 воздушные петельки. В центр из 3 столбиков, в центр вяжем галочку столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом. Еще 2 воздушные петельки. Между столбиками вяжем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. Наша задача провязать вот таким узором весь круг. Вот такая конструкция у меня получилась. Что я сделала? Я поставила маркеры в те места, где у нас с вами 2 столбика, 2 воздушные петельки. Там, где галочка, мы будем делать расширение. Это у нас будет вот такой вот клин идти. А там, где у нас маркеры, мы будем все время вязать вот этот узор, чтобы не спутаться. А между маркерами мы будем делать увеличение. Довязываем, присоединяемся в 3-ю воздушную петельку и вяжем таким образом в саму галочку. Соединительный столбик вяжем 1, 2, 3, 4, 3 воздушные петли. Это у нас первый столбик будет, второй, третий, четвертый, 4 столбика, 2 воздушные петельки и 4 столбика. 1. То есть в галочку это тоже нужно запомнить. Мы будем всегда вязать 4 столбика, 2 воздушные петельки. Я думаю, что несложно запомнить. Там, где у нас стоит маркер, мы просто-напросто провязываем то, что у нас есть повтор узора. Будет всегда 2 столбика, 2 воздушные петельки, 2 столбика.
И опять в галочку вяжем 4 столбика. То есть мы чередуем 4 столбика, 4, 2 и 2. Что получается? Мы связали с вами основу шестиугольника. 1, 2, 3 рядочка. Это самое главное, что нужно было сделать. Связать основу. Если вам маркеры мешаются, можно вот так вот убрать. Но вы будете знать, что там, где маркеры, вот, мы будем вязать все время такой узорчик, такой веерочек. 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. Все время. Вот. Теперь наша задача сделать расширение клина. У нас 6 клиньев, да, будет шестиугольник. Мы соединяем в 3-ю воздушную петельку. Вот наш клин, наш основной узор. Он у нас здесь 1. В следующем ряду будет 2, 3, 4, как будет расширяться, как шаль. Там, где маркеры, мы вяжем все время одинаково. Идем дальше. 4-й ряд. Между основным узорчиком и нашим расширением, смотрите, вот между соединительный столбик, вяжем галочку. Ниточку подтянем. 1, 2, 3, 4, 5. И в это же место столбик с одним накидом. Мы вяжем галочку, в которой в следующем ряду будем вязать вот такой красивенький узор. Галочку провязали. В центр столбик без накида. 2 воздушные петельки. Столбик без накида. И опять между основным узором и нашим постоянным узором вяжем галочку. Столбик, 2 воздушные петельки, столбик. Вот такой узор у нас должен получиться. А в следующем ряду мы будем здесь вязать 4 столбика, 2 воздушные петли и 4. И здесь. И у нас будет 1 узорчик, потом будет 2, 3 и так далее. Тот узор, где у нас стоит маркер, вяжем всегда неизменно, не задумываясь. 2 столбика, 2 воздушные петельки, 2 столбика. Между узором первым и вторым вяжем галочку, 2 воздушные петельки, столбик без накида, 2 воздушные петельки, столбик без накида. Узор запоминается очень легко, вяжется еще легче. Обязательно пробуйте, для того чтобы руки запоминали узор. Вот таким образом нам нужно связать весь наш круг. Довязываем еще один круг. Наша задача галочка, назову это регланом, то, что всегда повторяется, и галочка. 2 воздушные петельки оставляем, в 3-ю воздушную петлю делаем соединение. Вот наш расширяющийся треугольничек. В галочку соединительный столбик вяжем 1, 2, 3, это первый столбик, 2, 3, 4, неизменно 4 столбика в нашем узоре, 2 воздушные петли и еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Идем дальше. 4. Теперь вот у нас здесь такая пипочка, 2 воздушные петли, помните? Столбик без накида, присоединились. В галочку вяжем веерочек. У нас узор будет веерочек 1, теперь у нас будет веерочка 2. Неизменно 4 столбика. Чем узор хороший, его легко запомнить. Он все время повторяется. 4 столбика, 2 воздушные петли, 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот. Вот наш клин связан. Идет повтор. Там, где маркер, просто-напросто такая дорожка. У нас все время будет 2 столбика, 2 воздушные петельки, 2 столбика. Вот.
клинышек будет расти. В следующем ряду у нас будет уже 3 веерочка, потом 4 и так далее. То есть задача нашего узора расширяться. Смотрите, почему я не показываю следующие ряды, потому что все остальное будет только повтор. Мы основной узор связали, разобрали, вяжем все время по кругу, довязываем рядочек, и в следующем ряду мы делаем петлю, галочку 1, 2 и 3. Вот между, помните, как мы вязали, между. Петля вяжется в промежутке основного узора, между веерочками и следующим. И у нас уже будет формироваться вот такой шестиугольник. Основа вязания все время остается одинаковой. Вот он, клин основной. Смотрите, получается, у нас был один веерочек. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 и так далее. А там, где у нас маркер, вот у меня даже стоят маркеры, вяжем просто ровные полосочки. А между мы вяжем, чередуем. В одном ряду мы вяжем галочки, в следующем веерочки. Опять галочки, веерочки, галочки, веерочки. Больше никаких новых движений нет совсем. Очень часто мне говорят, почему вы не вяжете все изделие, потому что все остальное это повтор. И если вы возьмете на маленьком таком вот кусочке, попробуйте, как у меня, связать, я уверена, у вас все получится. Руки всегда хорошо запоминают, голова включается. То есть нужно не только смотреть, но и обязательно пробовать вязать. Предлагаю это сделать. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, вам идея понравится. И будет предложение. Я предлагаю связать кардиган. Ну а на сегодня предлагаю поучиться вязать шестиугольный мотив. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, Рутюб, Телеграм и будем вязать дальше.